Друзья мои, всем здравствуйте! Всех приветствую себя в гостях. Меня зовут Алла. И сегодня давайте посмотрим общий расклад на тему «Какая женщина скоро устроит вам сюрприз?» От какой женщины стоит ожидать сюрприз? Так, расклад будет на два варианта, поэтому загадайте цифру 1 или 2. Можете посмотреть сразу два варианта, как вам понравится. И выбирайте свой вариант. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео и выбирайте свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Открываем первый вариант, и здесь аркан Маг. Так, во-первых, для тех, кто загадал цифру 1, женщина здесь достаточно хитренькая. Хитренькая, такая любительница поманипулировать, любительница поиграть на нервах. Тут такой очень хороший, скажем, игрок на нервах. Это как в анекдоте, помните? На чем вы умеете играть, на каких музыкальных инструментах? А я умею играть на нервах. Вот здесь очень хорошо умеет это делать. Здесь может быть очень яркая такая, знаете, очень сексуальная, харизматичная, может быть. Здесь мужчины могут на нее очень сильно обращать внимание. То есть она такая, знаете, без мужского внимания вряд ли остается. Что между вами на сейчас? Вы не общаетесь сейчас, денечки. Здесь про то, что вот она выпала, королева чаш. Это либо перекрашенная блондинка, либо по природе блондинка. Цвет глаз серый, голубой, зеленый. У кого-то может отыграться по знакам зодиака. Это скорпионы, рыбы или раки. Но это не обязательно, так как это общий расклад. Итак, что нам говорит первый вариант? Женщина здесь сейчас либо вас заблокировала, либо всячески дала понять, что вы сейчас не вместе, что вы сейчас не общаетесь. Но, ребят, у тех из вас, у кого есть соцсети, и у нее тоже есть соцсеть, вы могли замечать либо какой-то чужой аккаунт, который постоянно за вами наблюдает, либо, может быть, вы видели, что она иногда заходит на вашу страничку, там что-то лайкает в таком формате. То есть здесь женщина может за вами наблюдать. Кто-то догадывается, кто-то точно знает, что она за вами наблюдает. То есть тут такое странное поведение. С одной стороны, ты мне не нужен, мы с тобой больше не пара. А с другой стороны, вы видите или вы чувствуете, что она как-то наблюдает за вами. Если здесь у вас есть общие друзья или общая знакомая, то вы могли слышать от них какие-то рассказы о ней. На самом деле здесь у кого-то может отыграться, что она специально даже просит о том, чтобы о вас, вернее, о ней вам напоминали. Здесь женщина, которая пытается понять, как вы к ней относитесь. А почему ты сама не можешь об этом спросить или там помириться, например? Здесь женщина боится, что вы разочаровались, что вы окончательно разочаровались, и вы уже не хотите с ней мириться, вы не хотите с ней общаться, и вы не хотите с ней, в принципе, выяснять никакие отношения. Вот по этой причине она вот вокруг да около пытается как-то, знаете, что-то о вас хотя бы узнать. Потому что ей здесь кажется, что, либо вы потеряли интерес, давайте уточним. Ты считаешь, что мужчина потерял к тебе интерес? Да, смотрите, аркан башня. То есть она считает, что она для вас уже полностью неинтересна, что вы уже от нее отвернулись. И с твоей точки зрения, что этот мужчина сейчас делает? Она здесь считает, что вначале вы после ваших отношений привели себя в порядок, как-то выровняли свое эмоциональное состояние, сконцентрировались на себе, привели в порядок какую-то часть своей жизни. И она сейчас считает, что вы находитесь в состоянии такого, знаете, типа перерождения, трансформации. То есть когда человек, знаете, как вылечился, вот он выздоровел, и он уже готов к новой жизни.
И здесь у многих отыграется, что женщина считает, что вы уже с кем-то другим, что вы уже кому-то приложили отношения, с кем-то встречаетесь, что у вас уже есть другая женщина. И по этой причине она как, боится идти в такую, знаете, прям лобовую атаку, звонить, писать, встречаться с вами и так далее. Хорошо, а какой ты сюрприз можешь выкинуть? Хороший или плохой? Что ты можешь такого сделать? Угу. А еще? Так, ребят, смотрите, напоминаю, что расклад общий, поэтому у каждого из вас здесь будет своя индивидуальная ситуация. Я могу озвучить только таких два основных направления, которые могут реализовываться в первом варианте. Значит, первый вариант. Здесь женщина может к вам обратиться с какой-то тяжелой просьбой. На самом деле это будет обман, это такая приманка будет. Знаете, как раньше? Сейчас, я думаю, такого уже нет. Раньше там в Советском Союзе было такое, что женщины, как правило, там звали мужчин: прибей полочку, не знаю, там повесь, поставь, собери шкаф. И таким образом вот женщина как бы пыталась мужчину вернуть в отношения. Сейчас это может быть уже не повесить полку, а может быть там, сами тут включайте фантазию, думайте, как ваша женщина обычно себя вела. То есть она может обратиться к вам за какой-то помощью. Типа ей что-то очень нужно, она сама с этим не справляется. И, кстати, да, ребят, у кого-то здесь может отыграться, что она может попросить у вас деньги на что-то. На самом деле ей здесь это будет не нужно. И здесь не надо воспринимать, как, знаете, у большинства, во всяком случае, не надо воспринимать, что она какая-то меркантильная, она хочет от вас только денег. У многих из вас может отыграться, что женщина может попросить деньги, потому что она через вот эти встречи, она будет пытаться с вами помириться. Потому что просто так сказать: прости меня там за то, что я творила, она не может. Она считает, что вы к ней уже потеряли интерес. А вот через какие-то просьбы ей кажется, что вот она вас хоть как-то там растормошит, и появится возможность все-таки с вами помириться. Поэтому первое здесь про то, что человек может к вам обратиться за какой-то, у него там какая-то проблема, помоги мне. И потом впоследствии с вами помириться. А второе, что тут может быть, это то, что женщина здесь может к вам обратиться с... как это назвать? Знаете, как, когда, опять же, ей что-то нужно, но она не у вас будет это просить, а, например, там у вас есть какой-то друг или там какие-то хорошие знакомые. И вот она может говорить о том, что, например, Толя, там, порекомендуй мне такого-то человека, чтобы вот он мне помог в том-то и в том-то. То есть она может выйти к вам на связь, чтобы вы ей кого-то порекомендовали, там, с чем-то помогли, кого-то посоветовали, дали там какого-то друга, который ей может помочь в ее проблеме. На самом деле это тоже все для того, чтобы с вами зацепиться. То есть это некая зацепка, чтобы проверить, как вы будете на нее реагировать, может быть, вообще ее там отправите гулять, или там как-то заинтересуетесь ее жизнью. То есть тут вот именно на этом вот упор, как ты отреагируешь на меня. И потом, соответственно, если вы нормально отреагируете, она уже здесь будет пытаться как-то к вам аккуратненько подобраться. Так, вот такой был первый вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами переходим ко второму варианту. И здесь сигнификатор аркан император. Так, какой тут сюрприз загадала женщина под номером 2? Что тут от тебя можно ожидать? Женщина тут не уверена. В чем-то не уверена. Угу. Ребят, тут нет отношений. Второй вариант — это про какую-то историю про кокетство, про симпатию. Да, здесь могли быть поцелуи, здесь могли быть встречи, но здесь не было... У
кого-то тут даже не было сексуальных отношений. Это могли быть какие-то там встречи на кофе, походы в кино, просто как вы могли общаться, типа как друзья. У кого-то может отыграться, что это ваша коллега, с которой вы частенько общаетесь на работе. Но здесь еще как бы ничего толком не было. А почему тут ничего толком еще не было? С чем это связано? Угу. Смотрите, тут женщина, она сейчас находится в разрыве со своим мужчиной. Здесь либо она в разводе, либо она вот-вот планирует с ним расстаться. И здесь про то, что тут такая женщина, что она не может сидеть на двух стульях. То есть тут про то, что вы ей нравитесь, причем достаточно давно вы тут ей уже нравитесь. И она сама не может себе позволить сидеть на двух стульях. Поэтому тут может быть такое, что кто-то из вас, вы уже и говорили про отношения, и вы уже здесь о чем-то договаривались. Но женщина могла вам тут говорить о том, что, ну, например, Сережа там, да, Сереж, прости, но вот не могу я быть с тобой и быть параллельно в отношениях. Там, я сначала разберусь со своими отношениями, потом, когда я освобожусь, вот тогда мы уже с тобой поговорим более детальнее о наших симпатиях. То есть тут какой-то человек, который честный, человек, который не будет юлить, хитрить. То есть вот пока она не определится, двойка мечей и двойка пентаклей, это про то, что она длительный период не могла определиться. То ли те отношения исцелять, вот в которых она была, то ли с вами отношения завязывать. То есть тут человек сам не понимал, чего же она хочет. То есть, видимо, все-таки она решилась. Она поняла, что все-таки, да, тот человек, с которым она была, все-таки больше не ее. И здесь все уже пришло к тому, что она планирует с ним расстаться. У кого-то отыграется, что она уже рассталась с тем человеком и теперь чувствует себя действительно свободной для того, чтобы завязать новые отношения. Как она к вам относится? Достаточно серьезно. Здесь про то, что вы ей очень нравитесь как мужчина и на что-то готова. Да, вы ей очень и нравитесь, и нравились, но здесь про то, что она сама себя не уважала за то, что вот она пыталась с вами какую-то интрижку завести, при этом имея другого мужчину. Поэтому здесь у многих может отыграться, что вначале она могла вступить с вами в отношения, потом одумалась и вышла из отношений с вами, потому что она была замужем или там был постоянный мужчина. Здесь могло быть такое, что она взяла какую-то паузу для того, чтобы в этой паузе понять, насколько вы ей дороги, насколько дорог тот мужчина второй. И все-таки вот видите, она брала паузу, и из этой паузы она вышла уже с четким пониманием, что она хочет быть с вами. То есть у многих отыграется, что она приняла решение уйти от того мужчины, и теперь она хочет вам сказать о том, что я хочу быть с тобой. Это будет сюрприз. Но я думаю, что вы догадываетесь. Вот кто себя узнал в этом раскладе, я думаю, что вы уже 50 на 50, вы уже догадывались, что она вам об этом скоро скажет. Вы даже, может быть, ждали. Ждали, чувствовали, догадывались. Может быть, она как-то вам даже намекала на это. В общем, да, ребят, здесь для кого-то это будет сюрприз полнейший, для кого-то это будет ожидаемо, потому что вы понимали, что ваши отношения уже идут к тому, что пришла пора определяться. Поэтому у большинства ребят здесь хороший будет второй вариант, потому что женщина выбрала вас. Если же вы в позиции мужа здесь вдруг случайно оказались, то тут тогда не так все весело, потому что женщина все-таки решила с мужем порвать отношения. Здесь женщина будет выбирать любовника, потому что он для нее любимый человек, и она все-таки решила с ним строить отношения и выходить вот с треугольников и определяться с одним человеком. Поэтому кто здесь в позиции любовника, то здесь женщина
как бы сделает такой сюрприз, что скажет вам, что она свободна, и она хочет с вами строить полноценно отношения, не оглядываясь по углам, не боясь того, что она выглядит очень некрасиво в ваших глазах, ну и в своих собственных тоже. Двоечки, вот такой был ваш вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram. На этом всем хорошего вечера и всем пока.